Приветствую всех на моем канале. Сегодня разберем тир 1 героя светлой стороны Хиргон. Раньше, кто помнит, у него здесь был значок, который говорил о том, что это герой-воин. Но все мы помним, какой он был воин. Никакой, правильно. Он у нас ходил с осадой максимум или дороги строил. Что мы имеем сейчас? Личный урон у него 12-14. Для тира 1 это неплохой. Забегая наперед, скажу, что он все-таки уступает тройке лидеров прежней из тир 1 героев, на мой взгляд. Это Халдир, Эовин и Двалин. Но 12-14 это уже неплохо, как для тир 1. При этом командование он имеет 54, что значит войска он под собой все-таки более-менее будет сохранять. Довольно хороший показатель. Инициатива 52, высокая. Для тир 1 это однозначно высокая. И что мы имеем в результате, наблюдая такие показатели, это у нас герой-гибрид. Если Двалина вы берете и делаете в урон с осознанием того, что он будет наносить урон, но терять войска, то этот парень, это у нас такой ни туда, ни сюда, все могу. Теперь, уже в версии 2.0. Что мы имеем по титулам? Ранг 5, красная стрела. Восстанавливает 200% очков здоровья 2 юнитам формирований. Следующий урон плюс 5%. Восстановление зависит от инициативы. Учитывая то, что инициатива у него довольно высокая для тир 1 героя, полезный навык. Определенно полезный навык. У него еще и откат всего 1 раунд. Навык Страж. 3 юнита союзного формирования, 45% шанс отхода от первых 5 случаев получения урона. Юнит плюс 10 очков здоровья. На практике этот навык фактически спасет ваш отряд, если он единственный с ближним боем в команде. Первые 2 раунда максимум. Если он еще в паре с кем-то с юнитами ближнего боя, то раунда 3. Первых он продержится с этим навыком, иногда получая отход. Навык служения наносит 400 физического урона один раз 2 вражеским формированиям, но атака союзников минус 10. Урон зависит от инициативы. Атака союзников минус 10 в течение 1 раунда. Интересный навык. Да. Глашатай. Наносит 600 физический урон один раз вражеским формированием. С вероятностью 15% наносит еще раз точно такое же количество урона. Неплохо. Но шанс 15% очень маленький. Что значит, что за бой, если он сработает 2 раза, это считай хорошо. Тем не менее, 600%. И откат всего 1 раунд. Здесь у нас откат 2 раунда. То есть будет работать каждый 3-й раунд. Здесь каждый 2-й раунд. Варианта игры, в принципе, я вижу 2 этим героям. Какие именно? Вы берете навык Страж. Даете ему войска ближнего боя. Однозначно. Причем такие танковитые. 2-й навык берете служение. Да, атака им не особо важна будет. И остатки вкладываем в глашатай. До 5-го уровня бы хватило. Но, на мой взгляд, ему будет возможно, я не утверждаю, но возможно ему будет эффективнее другая комбинация. Это красная стрела. Да, восстановление зависит от инициативы. Плюс страж. Это на ближний бой. И все, что останется, вкладываем в служение. Либо, если через личный урон, это уже, пожалуй, 3-й вариант. Служение, причем на максимум. Потом глашатай берем на максимум. И все, что останется, в красную стрелу. Все-таки для кое-какого лечения. По комплектам это очень сильно зависит от того, как вы все-таки будете им играть.
Давайте разберем вариант, что вы играете, используя его через личный урон. Стоит ли его ставить в ближний бой? Да, можно. Потому как у него изначальное командование все-таки не почти нулевое, как у остальных героев урона, а 54 имеется. То есть, если вы еще хоть что-то добавите ему на командование, это будет стоять кое-как. Через личный урон. Понятно, что берем оружие на урон и безделушку, но комплекты. Комплекты с выживания и мощь, если через личный урон. Боевой клич бесполезен, потому как у него навыки рассчитаны на весь бой. С выживанием и мощь через личный урон. Если вы будете использовать его, планируете как поддержку, тогда берете параметры все на командование, а комплекты у вас нужны будут через, как вариант, плотная броня, второстепенный, а в основном стойкость и маневрирование. Хотя маневрирование тоже второстепенное, если вы будете брать навык страж, тогда маневрирование не годится, а только стойкость. Сами юниты под ним будут наносить урон невысокий, потому как он лично их не усиливает. Потому вот так вот. Интересный на самом деле персонаж. Вы можете его собрать как вам нравится в любую из сторон. Не забываем о параметре инициатива все-таки. И о командовании. Благодарю всех за просмотр. Приятной вам игры. Подписывайтесь, будет интересно.